И снова здравствуйте, друзья! Ну что, у нас с вами очередной видеоурок по моделированию Sci-Fi оружейного бокса. И сегодня мы делаем с вами, если вы помните, сохраняем файлы и будем пробовать запекать карты в Мармосете. Ну что, полетели? Для начала повторюсь, как обычно, все ссылочки вы найдете в описании, все расширения, которые я использую, тоже будут в описании. И сегодня я хочу еще с вами поделиться еще одним расширением, которое я тоже давненько уже пользуюсь. Очень классное, мне оно очень нравится. Оно, не знаю, по каким принципам оно работает, какие-то свои алгоритмы, но оно намного круче, чем обычный стандартный экспортер-импортер FBX. Поэтому хочу вам представить бета FBX. Мне чем он понравился, заинтересовал то, что можно дополнительно в настройках у него настроить экспорт в игровые движки Unity, Unreal и Godot, по-моему. Ну, сейчас мы посмотрим. Сейчас вместе с вами посмотрим, куда он может экспортировать. По продолжительности, я думаю, наш урок будет не очень большим, потому что у нас, я так предполагаю, что должно все получиться нормально. Единственное, там какие-то нюансы мы с вами подредактируем. Но все у нас должно быть супер. Поэтому для начала давайте первым делом мы сохраняем с вами low poly. Выбираю объект. Сейчас у меня отображается low poly в А. Скринкасты где мои? А. А. Так, и дальше мы идем с вами файл. Он у нас нигде это расширение здесь не будет отображаться. Оно у нас с вами, когда вы активировали, оно у нас появится экспорт и бета FBX. И здесь вот, если вы видите, очень много настроек. Здесь как бы у меня стоит пресет. Я еще пока под себя ничего не настраивал, пользуюсь этим. По стандарту у нас мы ставим Selected. Дальше, ну, в принципе, здесь на свое усмотрение юниты, сантиметры, миллиметры можете поставить, метры. Но я, чтобы у меня совпадала лоу-полька с хай-полькой, я как бы оставляю по умолчанию. Дальше из такого, что я еще здесь настраиваю, все остальное я как бы не трогаю. Не трогаю, текстуры нам тоже не нужны. Рик нам тоже. Там, смотрите, я не помню, там, возможно, у вас где-то будут галочки стоять дополнительные, поэтому сверьте. Возможно, там на риге файл у вас стоит, но они нам не надо, у нас рига нету с вами. Кости нам тоже не нужны. Анимация, как бы у нас ее нету, но по умолчанию у меня стоит, она не так страшна. Дальше здесь я тоже все оставляю по умолчанию. И здесь вот настройки проверить. У меня везде галочки стоят. У вас, по-моему, будет не стоять Optimize for Game Engine. Вот, поэтому сверьте, посмотрите как. Обязательно проверяйте, чтобы у нас было Apply Modifiers, потому что у нас же на лоу-польке где-то, возможно, там Bevel или еще что-то, булин мы какой-то делали, чтобы это все применилось. И в большинстве случаев ставьте триангуляцию. Потому что бывает, что какие-то вот такие нюансы, у нас их, наверное, нету, какие-то булиановые, вот здесь вот на ручке у нас была с вами булиан, он может в мармосете дать нам как одну плоскость. Поэтому старайтесь триангулировать, это спасает, выручает, так сказать. Дальше из такого, что у нас триангуляция.
А, и все вроде. Да, вот про что я говорил, про движки. Здесь он может, а, я, правда, еще не пробовал, но он может передавать материалы более точно, не как стандартный FBX, а, возможно, если у вас в нодах какой-то простой материал, он может более подробно передавать в Engine, Unity и Godot. Поэтому я вот как бы им пользуюсь. Ну и алгоритмы, работа алгоритма его намного лучше, чем стандартный импортер. Так, остальное, в принципе, нам ничего не надо. Кризы можно оставить еще. И все. Поэтому смотрим, куда сохраняем. И я подписываю low. Все. Единственное, какой у него вариант, он чуть-чуть дольше сохраняет, нежели обычный FBX. То есть, если у вас какая-то сцена тяжелая или объект там под миллион полигонов или трисов, он хайпольку, например, будет немного дольше сохранять, чем стандартный. Поэтому это учитывайте и располагайте временем и пользуйтесь. И теперь я выключаю low, включаю high. Также через A выделяю все. Файл, экспорт, better FBX. И после первого запоминания, когда мы сохранили low, он нам все запоминает. Так что вы здесь, в принципе, видите, мы поставили триангуляцию, он ее запомнил. Поэтому, в принципе, можно не трогать. Ну, еще раз можете проверить. И подписываем high. И экспортируем. Ну, теперь после того, как мы с вами все это дело сохранили, два файлика, давайте будем переходить в Marmoset, импортировать. И уже будем дальше разбираться по Marmoset. Так, запустил я наш Marmoset. И давайте начинаем. Для начала я нажимаю, как обычно, на New Bake Project. На батончик, как все любят говорить. Дальше у нас появилась здесь Bake-группа. Мы идем с вами, нажимаем кнопочку Load. Выбираем наши два файлика. Ctrl можно открыть. И он нам автоматом, так как у нас в блендере, если помните, у нас был суффикс, нижнее подчеркивание, у low low, а у хайки high, он нам сам распределил. Вот видите, у нас было backbox high с нижним подчеркиванием и backbox low. И он сам распределил в high и в low. И закинул в отдельную папочку. Давайте посмотрим, что у нас как отображается. По навигации, кто если только попал, более-менее удобная. То есть я зажимаю Alt левой кнопкой мышкой, это я вращаю. Зажимаю Alt и колесико, это я перемещаю объект. И зажимаю Alt и правой кнопкой, это зум. Так, смотрим, хайка у нас присутствует. И вот чем мне нравится, да, если я сейчас отключу, то именно FBX, бета FBX, он очень хорошо переносит шейдинг. При стандартном он бы нам за счет вот этих вот углов наших, да, здесь вот, он мог нам давать плохой шейдинг. Здесь вот бы дал, скорее всего, плохой шейдинг. А за счет бета FBX он более-менее намного круче передает. Неплохой шейдинг получается. Так, ну все, у нас хайка с вами есть, лоу-полька есть. Давайте поднастроим. Что нам еще дальше надо будет? Нам здесь мы в аутпуте мы указываем, куда мы будем сохранять, в каком формате. Можно в фотошоповском файле, можно в PNG. Я обычно в PNG, да. Ну, пусть будет Ammobox. И
он потом присвоит AMMA Box, например, там AO, Normal, он будет еще отдельно дополнять наименование. Поэтому здесь мы сохраняем. Дальше сэмплы я ставлю в основном 16. По желанию 8 или 16, но я 8 оставляю. Здесь я ставлю Extreme. У нас нету, как сказать, несколько разверток, у нас она одна, поэтому в принципе можно не ставить. Если у вас будет несколько разверток, то здесь лучше поставить Multiply Texture Sets. Ну, так как у нас одна развертка, поэтому я ничего не ставлю. Мы с вами, если не ошибаюсь, в 4К хотим делать. Сюда нажимаем, да. И теперь настраиваем, какие карты нам нужны. Ну, для Substance по стандарту нужен Normal, Curvature и Ambient Occlusion. Так, в принципе, да. Сейчас мы посмотрим сюда, если мы нажмем настроечки, но здесь мы по дефолту оставляем. Ambient Occlusion. Здесь мы, наверное, тоже все оставим по стандарту. И Normal, я думаю, тоже все по стандарту оставляем. И мы можем либо сразу нажать BX запечь, либо мы можем нажать Preview. Вот эту кнопочку. Это как бы нам даст в viewport мы увидим результат запечки. Даст там возможность какую-то там исправление сделать, если что, вернуться снова в Blender, например, какую-то там мелочь доработать. И автоматом он обновится здесь, эта моделька. И во viewport тоже появится. То есть перед окончательной запечкой я обычно пользуюсь превью. Вот сейчас мы немножечко подождем. Сейчас он нам сформирует, запечет карты. И будем смотреть, какой у нас получился с вами результат. Еще немножечко. Самое по времени затратно это он запекает Ambient Occlusion. Готово. Давайте мы отключим HighPoly модельку и будем смотреть, есть ли у нас артефакты. Но я вам скажу, что у нас их с вами нету. Очень и очень круто все запеклось. Я даже не думал, что с первого раза у нас так все получится. Но я очень рад, что все так супер получилось. Единственное, да, мы сейчас с вами доработаем вот эти вот элементы. Потому что если я сейчас приближу, оно немножечко здесь вот кривизну дает. Поэтому это мы сейчас дело с вами подправим. Это несложно. Да, вот здесь прямо если я примерно поставлю, то у нас немножечко идет смещение. Это сейчас мы все подправим. Да, я думаю, даже офсетом ничего тут регулировать не надо. Все очень круто получилось. Ну, давайте, как я говорил, подправим вот эти вот нюансы. Смотрите, мы с вами выбираем нашу часть эту. Она у нас здесь вот выделилась. Дальше я нажимаю именно на это поле Low. У меня появляется здесь менюшка кейджа. Нам офсет не нужен, потому что он везде нормально, мы его не трогаем. У нас все хорошо. И мы поработаем с вами с PaintSkew. Подправим немножечко нормали.
Дальше. Поехали. Приближаю. И начинаю просто-напросто в этом месте несколько раз водить. И если вы видели, у нас уже вот эта часть, она выровнялась. Нам никуда заходить не надо. Старайтесь на углах тоже не попадать, потому что это свои артефакты будет давать. То есть если нам надо конкретно вот здесь вот подправить, то не выходите слишком за пределы. Провели и готово. Теперь спускаемся вниз. То есть вот видите, у нас немножечко идет искажение вверх, но после того, как я проведу несколько раз, оно у нас выравнивается. Теперь здесь. Супер. Идем вниз. Если это окошечко мешает, можете, в принципе, его закрыть, оно ничего не изменит. Здесь. Здесь. Оно практически еле видно, это искажение, но мы с вами сразу его подправим. Вот так. Показатели красные показывают, что мы здесь уже прошлись. И не забываем, так как это у нас уникальная деталь, то нам надо обязательно и с другой стороны тоже пройтись. Здесь. Так, идем вниз. Отлично. Теперь здесь, здесь и здесь. И если помните, у нас здесь немножечко искажение. Поэтому мы по всей, не сильно выходя, нам вот тут вот ничего нигде сверху, ничего нигде не надо. Нам надо именно вот здесь. Отлично. И здесь. Да. Давайте посмотрим здесь. Здесь, по идее, не повлияет, потому что у нас там глубокое углубление, но и оно его не выровняешь этим. Давайте попробуем. Он снизу немножечко нам даст картинку. Тень. Если с контролом я зажимаю, он обратно возвращает в зеленый цвет. Ну да, он, как я и говорю, не сильно влияет, поэтому здесь смотрим. С этим, да, с этим мы с вами разобрались. Теперь здесь я закрою. Смотрите, чтобы, если я нажимаю теперь, хочу с этой частью поработать, оно не срабатывает. Поэтому мы выходим, закрываем дерево, так сказать, наших объектов, и снова нажимаем на эту часть. Он нам переоткрывает уже другую. Опять же заходим в Low, Paint Skew. И теперь нам надо с вами подровнять вот эти места. Супер. Здесь. Здесь. И все. И на другой стороне. Смотрите, здесь, если вам темно, то как в Substance можно зажать Shift и правой кнопкой из стороны в сторону провертеть. И у вас это вращение окружающего света. Поэтому, как вам надо, подсветили. И поработали в нужных местах. Не бойтесь, не нажимайте, просто один раз нажали и все. То есть несколько раз проводите, нажимайте
Это как по принципу в фотошопе нажатие, например, кисти срабатывает. То есть можно нажатие выставить, например, не 100%, а 50%. И, соответственно, вы будете, чтобы линия становилась темнее, вам надо будет несколько раз провести. Так примерно и принцип здесь такой же. То есть за раз оно не прям выровняет, а несколько раз, не стесняйтесь, по 4-5 раз поводите эту часть. Здесь. Отлично. Так, здесь у нас вроде наладили. Давайте сверху посмотрим. Сверху у нас вроде неплохо. Ну, ничего не мешает пройти. Чуть-чуть, да, вот вижу, выравнивается. Поэтому тоже пройдите. Отлично. Да, кнопку. Здесь. И давайте посмотрим. В принципе, у нас вроде как ровно. Ну, давайте посмотрим. В принципе, можно пройти. Он нам вот здесь вот немножечко дает углубление визуально получше. Поэтому середину можно не затирать, а именно здесь вот по краю пройдите. Всё, здесь, если вы помните, это у нас идут как отдельным элементом. Поэтому здесь нам не надо. В принципе, для визуальности можно именно по внешней части пройти. Он здесь подзатирает немножечко артефакты. В принципе, можно было офсетом это тоже немножечко подровнять, но мы можем и функцией skew. Ам, ну, единственное, здесь я не помню, стоит или нет. Давайте посмотрим на наших трубах. А, у нас, по-моему, pipes. Давайте посмотрим. Я точно не помню. Есть ли смысл? Нет, здесь с трубами вроде все хорошо. С контролом я это дело снова отменю. Ну, вот и все. В этом как бы и заключается наша с вами работа. Нет, еще, чуть не забыл, нам надо а, здесь вот на передней панели чуть подредактировать и вот эту часть. Давайте посмотрим, это у нас фронт panel, если не ошибаюсь, да, Paint Skew. И здесь, да, лучше пройтись. Вроде как бы тоже незначительно, но нам не помешает. Это наоборот только улучшит визуально. Отлично. С этой стороны. То есть старайтесь сюда вот не заходить, нам здесь не надо. Отлично. Здесь.
Так, в остальном у нас все нормально. И я еще хочу... что это у нас, не помню. М, End. Мгм. Paint Skew. И я только хочу вот эту часть. Он немножечко стенки по бокам улучшил. Да, отлично. Отлично. Здесь, наверное, я так понимаю... Да, здесь не надо. Ну, теперь я вроде уверен, что все. Больше у нас нет таких. Единственное, мы можем еще попробовать вот здесь. Я думаю, здесь у нас тоже хорошо вот эту часть. Давайте посмотрим. Это у нас Paint Scheme. Ну да, как я и говорил, здесь у нас все хорошо. Ну вот, делали мы с вами предварительную запечку. Меня все устраивает. Все выглядит просто на ура. Теперь мы можем спокойно с вами снова переходим в Bake Project. Снова смотрим, чтобы у нас были выбранные карты. Проверяем еще раз настроечки. И делаем Bake. Снова подождем немного. Даже после то, что у нас предварительно есть. Нам надо будет все равно, мы какие-то вносили изменения. Поэтому он снова будет перепекать уже основательно. И надо будет немножечко подождать. Так, вроде все запеклось. Давайте проверим. Да, где мы указали путь. Вот наши карты. Да. Даже более-менее с виду видно, что вроде все супер. Нет каких-то либо грубых артефактов. Curvature у нас очень хорошая, чистая. И нормал посмотрим. Да, да. Все у нас с вами есть. Поэтому такой вот у нас получился небольшой с вами урок. Быстрый. Хорошая у нас запечка на этот раз была с вами с минимальным редактированием. Я доволен. Я надеюсь, у вас тоже все получилось. Вы тоже довольны. Поэтому спасибо вам за внимание. Этот урок я буду заканчивать. И как анонс, у нас следующий будет с вами уже в Substance. Будем наши запеченные карты закидывать в Substance. Не будем в Substance запекать. Не вижу смысла, потому что мы это сделали в Marmoset. И будем приступать к текстурированию. Посмотрим, там, возможно, будет у нас 2 урока, потому что я присмотрел там некоторые материалы, смарт-материалы по металлу. Возможно, будем их импортировать, посмотрим, как они, что из себя представляют. Может, какой-то нам понравится. Уже на этом курсе мы по текстурированию с вами получше поработаем, чем работали с медицинским боксом. Поэтому буду с нетерпением ждать вас на следующем видеоуроке. Постараюсь не затягивать с записью нового видеоурока. В ближайшие дни, возможно, завтра даже записать. Поэтому всем спасибо. Всем добра. Все как обычно. И пока-пока.